Приветствую всех, дорогие друзья! На связи, как всегда, Недомайнер и моя скромная таверна. Изначально я не планировал делать новостной выпуск так скоро, но новости последних дней оказались сильно горячими, чтобы вам про них не рассказать. К примеру, Nvidia порезала производительность видеокартам RTX 3000, а в первых тестах процессоры Ryzen 5000 просто уничтожают конкурента. Ну а перед тем, как мы посмотрим на RTX 3090 под водой, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А начать новостной выпуск я хочу именно с процессоров. На днях в сети появились тесты новенького процессора на Zen 3. В бенчмарке Ashes of the Singularity еще не представленный AMD Ryzen 7 5800X смог набрать 5800 очков, что всего на 100 попугаев меньше, чем флагманский CPU от конкурента. Для замера производительности в обоих случаях использовалась видеокарта GeForce RTX 2080, а тестирование проводилось с пресетом Crazy 4K. Однако бенчмарк также отображает и CPU-зависимые показатели частоты кадров. И здесь новинка AMD оказывается быстрее синего i9. Реальные технические характеристики процессора Ryzen остаются также неизвестны, но из этого уже можно сделать выводы. Во-первых, процессоры в тесте отмечаются как Ryzen 5000. Это уже подтверждает инсайды о том, что Ryzen будет называться именно так. А во-вторых, мы уже можем судить о производительности на ядро новых Ryzen 5000. По тесту явно видно, что процессор именно 8-ядерный, а при этих 8 ядрах он смог обойти 10-ядерного конкурента. Скорее всего, такой прирост производительности обусловлен цельным блоком ядер и более быстрой работой с памятью. Ну а презентация новых Ryzen 5000 на Zen 3 пройдет уже в следующий четверг, и там мы сможем узнать намного больше про новые камни. Но на этом новости про них не заканчиваются. MSI уже начала подготовку к релизу следующего поколения процессоров AMD Ryzen. Тайваньский вендор уже предлагает загрузить бета-версии прошивок UEFI для плат X570 и B550 с поддержкой будущих процессоров AMD. Дорожную карту обновления своих плат они уже выложили в сети, и по ней можно сделать выводы, что выход процессоров Vermeer состоится во второй половине октября, спустя пару недель после официального анонса. Такой же информацией поделился один из украинских энтузиастов. По его данным, релиз Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5900X запланирован на 20 октября, а графические адаптеры Radeon RX 6000 выйдут в период с 15 по 20 ноября. Так что ждать новинки после презентации долго не придется, а AMD уверяет, что дефицита не будет и рынок наполнится новым железом сразу же. Однако обычно в преддверии выхода новых процессоров AMD всегда снижала цены на старое поколение. Но судя по всему, в этот раз такого не случится, и линейки Zen 2 и Zen 3 будут производиться и продаваться одновременно. А тем временем Asus решила окунуться в прошлое и сделать всем народные материнки. Они запланировали на вторую половину октября релиз обновленной линейки материнских плат на чипсете AMD B450. Модельный ряд будет включать решения серии ROG Strix, TUF Gaming и Prime. Некоторые платы смогут похвастаться улучшенной системой питания, охлаждением, дополнительными портами USB 3.2 и разъемом M2. При этом абсолютно все новинки будут оснащены микросхемами UEFI большой емкости и поддерживают функцию BIOS Flashback, которая позволяет обновить прошивку без установленного процессора. Согласно задумке Asus, новые платы B450 заинтересуют экономных геймеров и энтузиастов, не нуждающихся в новшествах наборов логики B550 и X570, вроде интерфейса PCI-Express 4.0. Однако компания не сообщает, будет ли обновленная линейка совместима с процессорами Ryzen 5000. Но по информации о наличии флешки BIOS большого объема уже можно с уверенностью сказать, что поддержка будет, а Asus скорее всего просто не может об этом сказать до релиза процессоров. Еще на днях без какого-либо анонса компания Intel добавила в список предлагаемых десктопных процессоров еще одного представителя серии Core 10-го поколения. Новым процессором стал Core i3-10100F, который многие и ждали. Этот процессор интересен тем, что является самым дешевым четырехъядерником для платформы LGA 1200. Его розничная цена, судя по первым предложениям, окажется ниже $100, а запись, посвященная процессору Core i3-10100F, появилась сегодня в базе данных продукции Intel. Фактически по характеристикам Core i3-10100F повторяет выпущенный в апреле Core i3-10100, но не имеет встроенной графики, как и все процессоры с индексом F. По имеющейся информации, продажи Core i3-10100F начнутся уже в ближайшее время. Обычно между публикацией информации в базе и появлением процессора на прилавках много времени не проходит. Кроме того, новинку уже можно заказать в некоторых европейских магазинах, где цены на нее в настоящее время начинаются примерно с 85 евро, что по курсу примерно 8000 рублей. В свете последних событий с ценами этот процессор весьма неплохо будет вписываться в рынок бюджетных камней и явно за такой прайс составит конкуренцию Ryzen 3 3100. А вот компания Nvidia решила разгребать своими руками вылеты на видеокартах RTX 3000. Производитель на днях выпустил новый графический драйвер версии 456-55, который, помимо прочего, увеличивает стабильность работы новых видеокарт, о чем и говорится в официальном пояснении.
Правда, компания умалчивает, что стабильность достигается ценой изменения производительности. Чтобы не ходить вокруг да около, вот вам прямой комментарий зеленого чипмейкера. Nvidia выпустила новый драйвер, который улучшает стабильность. Что касается нереференсных карт, то наши партнеры часто изменяют характеристики своих печатных плат, и мы тесно сотрудничаем с ними в этом вопросе. То или иное количество конденсаторов PO-SCAP или MLCC может варьироваться в зависимости от выбранного производителем дизайна, и не обязательно указывает на качество продукта. И действительно, с новым драйвером проблемы с вылетами прошли, однако выяснился один нюанс. С предыдущим драйвером графический чип развивал частоту 2010 МГц, и проблем при этом не наблюдалось. Они начинались тогда, когда значение частоты достигало планки в 2025 МГц. Именно в этот момент и происходило аварийное завершение игры. После обновления драйвера видеокарты стали работать в играх в диапазоне частот от 1980 до 1995 МГц. И лишь в главном меню Horizon Zero Dawn частота может повышаться до изначально стабильных 2010 МГц. Но с падением частоты должна упасть и производительность, что уже протестировали. Как видите, третий Ведьмак даже в 4К снизил производительность менее чем на 1%. Так что можно говорить, что проблему решили малой кровью. Однако, возможно, в каких-то играх производительность снизится существеннее, но вряд ли больше, чем на 2 или 4%. Ну и, как и ожидалось, апгрейд кондеров идет дальше. Крупные партнеры зеленых MSI и Asus без официальных уведомлений обновляют схемотехнику видеокарт RTX 3080, убирая менее удачные решения. В частности, изменению подверглись MSI Gaming X Trio и Ventus, а у Asus TUF Gaming и ROG Strix. А вы напишите в комментариях, как вы думаете, правильно ли поступила Nvidia в такой ситуации с RTX 3080? Как по мне, нужно было организовать замену видеокарты и официально признать проблему, а не снижать производительность. А тем временем компания EVGA, у которой все хорошо с кондерами, готовит к релизу видеокарты GeForce RTX 3090 Kingpin Hybrid. Эта модель разрабатывалась при участии мастеров оверклокерского цеха и уже помогла установить мировой рекорд в дисциплине 3D Mark Port Royal, где в конечном итоге графический процессор NVIDIA GA102 покорил отметку 2580 МГц при напряжении 1,069 вольта, а 24 ГБ памяти GDDR6X удалось раскочегарить до 21,5 ГГц. RTX 3090 Kingpin Hybrid из коробки оснащена гибридной системой охлаждения. Однако, глядя на аппетиты флагмана NVIDIA Ampere, заокеанский вендор вместо 240 мм решил использовать 360 мм радиатор системы жидкостного охлаждения. Водянка отвечает за охлаждение графического ядра GA102 и, судя по всему, микросхем памяти GDDR6X, в то время как для цепи питания предусмотрен отдельный воздушный кулер. Еще одной отличительной чертой топовой видеокарты EVGA GeForce RTX 3090 является откидной дисплей, на который выводится различная информация о параметрах 3D-ускорителя. Точная дата выхода, ровно как и ориентировочная цена RTX 3090 Kingpin Hybrid, все еще держится в секрете. Но судя по растущему числу тизеров, релиз новинки уже не за горами. Ну а в рамках предварительного обзора Xbox Series X издание IGN поделилось общими впечатлениями от самой системы и контроллера, работы обратной совместимости с Xbox One и Xbox 360 и функции быстрого возобновления игры. По их отзывам, консоль загружается из спящего состояния почти мгновенно и заметно быстрее, чем Xbox One X. Холодная загрузка тоже намного быстрее, чем у One X. Она занимает около 10-12 секунд против почти минуты у Xbox One X. Также отмечается, что Xbox Series X может похвастаться отличной совместимостью, причем при запуске игр с внутреннего SSD заметно уменьшается время загрузки. Новые, наиболее требовательные к производительности игры вроде Red Dead Redemption 2 или Control показывают самое большое преимущество. Кроме того, отлично работает функция быстрого возобновления игры. Игры на паузе помечаются отдельным значком, чтобы игрок знал, что долго ждать загрузки с нуля не придется. А в целом у ребят из IGN довольно положительные отзывы о новой консоли Microsoft. А обратная совместимость с играми прошлой коробки, по их словам, работает идеально. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу напомнить вам, что вы можете задать любой интересующий вас вопрос по железу в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!